Шутеры. Без сомнения, один из самых популярных жанров компьютерных игр. Это те игрушки, где можно вдоволь пострелять из различных видов оружия и почувствовать себя участником настоящего боя. И если, играя в сингле, справиться с противниками под управлением компьютера, как правило, не составляет особого труда, то вот в сетевых шутерах выйти победителем из схватки с другим игроком бывает непросто. В каждом сетевом шутере есть свои хитрости и тонкости, позволяющие переиграть соперника и добиться победы. Но есть и общие навыки, которые так или иначе работают практически в любой игре. Человек, в совершенстве ими овладевший, точно не будет болтаться в нижних строчках рейтинга. Но что из себя представляют эти навыки? Что это? Техники реального боя, кропотливо перенесенные в мир шутеров? Или чисто игровые приемы, построенные на условностях виртуальной реальности? Мы, команда Таганай, решили проверить, какие из игровых навыков могут работать в реальной жизни. На примере страйкбола и охолощенного огнестрельного оружия мы испытали стрейф, префайр, нарезку сектора и многие другие навыки. А результат удивил даже нас, так что не переключайтесь. Внимание! Данное видео является развлекательно-познавательным исследованием игровых механик и не содержит призывов к насилию. Итак, первый навык — это стрейф, от английского стрейф — атаковать с бреющего полета, обстреливать. В компьютерных играх это, как правило, движение боком, приставным шагом. Стрейф — это вариант перемещения, но используется он в шутерах для работы с укрытиями, а также для уклонения от атак противника. Действительно, гораздо сложнее попасть во врага, который постоянно перемещается вправо-влево, уходя с линии стрельбы, да еще и ведет ответный огонь. Получается, что игроку, против которого применен стрейф, приходится не только контролировать оружие, но и постоянно перемещать его, стараясь успеть за движениями противника. К тому же в некоторых играх дульная вспышка или спецэффект выстрела порой мешает вовремя замечать изменения траектории противника. Поэтому стрейф — популярная и незаменимая механика во всех современных шутерах и является одним из показателей навыка игрока. А если к стрейфу добавить неожиданные или постоянные прыжки, то к хаотичному перемещению по горизонтали добавится еще и вертикальное смещение. А разумеется, чем более аркадной является игра, тем больше там распространены эти трюки. Но даже в хардкорных играх типа Arma, Побег из Таркова или Insurgency стрейф используется довольно часто. Но будет ли этот трюк работать в реальной жизни? Проверим. С одной стороны, а почему нет? Все же логично. Вы уходите с линии стрельбы, хаотично перемещаетесь, попасть в вас сложнее. Да, вы не уворачиваетесь от пуль, но вы сбиваете с толку стрелка. Он не знает, куда вы сделаете следующий шаг или бросок. Но, и тут есть сразу несколько «но». Первое. То, что в играх не вызывает никакого труда, в реальности потребует серьезной физической подготовки. Чтобы изобразить что-то похожее на стрейф из игры, потребуется немало тренировок по развитию координации и силы ног. Ведь чтобы тело ушло с линии огня, надо переместить центр тяжести, а не просто шагнуть вправо или влево. Постоянный перенос центра тяжести приведет к раскачке корпуса, и ловить себя, чтобы сменить направление движения, будет непросто. Поэтому вместо стрейфа большинство людей будут просто топтаться на месте, а что-то реально похожее изобразят разве что бойцы спецподразделений. Следующее «но». При пистолетных дуэлях, в фильмах, да и в том же страйкболе также распространены резкие уклонения вправо-влево, уходы вниз. Казалось бы, вот он стрейф, он работает. Да, работает до тех пор, пока мы не берем в руки автоматическое оружие. Скорострельность современного автоматического оружия позволяет срезать стрейфера одной очередью. А в реальности, в отличие от игр, чтобы вывести человека из боя, достаточно одного попадания. Одного, Карл. И это в корне меняет ситуацию. В шутерах во время стрейфа в вас попадают, но не так много, как если бы вы оставались на месте или бежали прямо на врага. А в реальной жизни одно попадание и все. Хотите рискнуть? А вот и получается, что в реальности важнее не уклониться от части летящих пуль, а точнее и быстрее выстрелить самому. А еще в игре вы вынуждены одновременно поворачивать взгляд и оружие в одну сторону, то есть вблизи можно запутаться и потерять противника из вида. В реальной же ситуации вы отследите перемещение противника одним движением глаз или поворотом головы и легко скорректируете положение оружия в руках. И в свете этого полезность стрейфа уже оказывается под большим вопросом, но, да, есть еще одно «но» и немаловажное. А можно ли точно стрелять в тот момент, когда вы стрейфитесь? В играх разброс при стрейфе возрастает минимально, но в реальности давайте попробуем. Вот мы стреляем без стрейфа, а вот пробуем стрелять в движении. А результат налицо.
Попасть в кого-то во время стрейфа задача не из легких. Прицел все время скачет, целик и мушку совмещенными держать не получается, и даже автоматический режим огня не факт, что вам поможет. И что в итоге? Получается, что основной навык всех шутеров в реальной жизни очень слабо применим. Да, есть какие-то определенные ситуации, это либо перемещение на достаточно большой дистанции, либо пистолетные бои, но вообще в реальной жизни и не должно возникать ситуации, где придется применять стрейф. Как правило, перемещение происходит от укрытия к укрытию, и никто не скачет на открытой местности друг вокруг друга. Это чистая игровая условность, вызванная тем, что в играх умирают не от одной пули. В реальной жизни, к сожалению, такого нет. Пистолет вместо перезарядки. Классический шутерный навык, который работает практически в любой игре. Вместо того, чтобы перезарядить магазин, почему-то быстрее получается выхватить пистолет. Причем в играх это выглядит так, будто этот пистолет уже спрятан в рукаве у игрока. Так быстро он появляется, причем уже взведенный и снятый из предохранителя. Да, в условиях игровой перестрелки окончание патронов всегда не кстати, и чем быстрее вы снова сможете вести огонь, тем больше у вас шансов уничтожить противника. Но неужели такое простое действие, как смена магазина, может быть дольше, чем извлечение пистолета? Почти во всех играх это так, а в реальности? А в реальности все будет зависеть от удобства и привычности размещения подсумков на вашем разгрузе. Кстати, этот момент не обыгран почти ни в одной игре, а жаль. Но речь о другом. Возьмем примерно одинаково удобный доступ к новым магазинам и пистолету. Представим, что у нас, например, АК-74М. У АК нет затворной задержки и нет возможности отдельной кнопкой досылать патрон в патронник. То есть, если вы полностью отстреляли магазин, то вам нужно извлечь из оружия пустой магазин, достать новый магазин из подсумка, воткнуть новый магазин в автомат, взвести затвор. Только теперь можно снова стрелять. Без подготовки этот процесс занимает много времени, но военные, разумеется, выполняют эту процедуру уже автоматически и очень быстро. Я, к сожалению, не имею такого опыта, поэтому на смену магазина у меня уходит около 5 секунд, а лучший результат 4:17. А насколько быстро я смогу извлечь пистолет? Две секунды. Вот это да, 2 секунды, Карл, в 2 раза быстрее, чем менять магазин. Хорошо, пусть все манипуляции попробует сделать человек, который уже лет 7 не держал в руках боевого оружия. Итак, результат налицо. Пистолет выхватить быстрее. Конечно, мы помним, что оружие на базе R15 перезаряжать быстрее и удобнее, но и там, скорее всего, выхватить пистолет будет быстрее. Насколько такой навык может пригодиться в реальном бою и как вообще оказаться в ситуации, где вам придется осуществлять смену магазина под огнем противника вне укрытия – отдельный разговор. Важно то, что в чистом эксперименте мы выяснили, что навык выхватывания пистолета вместо смены магазина работает в реальности. Где? Нарезка сектора. Представим, что есть комната. В ней находится противник, который ждет вас и держит вход на прицеле. Возможно, что он не один. Что будет, если бездумно ворваться в эту комнату? Правильно, вас, скорее всего, изрешетят, и никакой стрейф не поможет. Шансов выйти победителем из такого боя очень мало. Нарезка сектора – навык более характерный для хардкорных игр. Зачищая комнату в помещении, вы не спешите ворваться в нее, а просматриваете ее, смещаясь шаг за шагом, используя дверной проем как укрытие, постепенно расширяя сектор. При этом вам необходимо контролировать только зону края укрытия, так как противник может появиться только там. Таким образом, даже если противник кемперит, то есть ждет вашего появления, то вы тоже ждете его появления в секторе вашего повышенного внимания, и оружие уже направлено туда, то есть вы как минимум уравниваете шансы. Причем этот навык работает с любым укрытием, разница лишь в том, что зачищая комнату, вы точно знаете, что в просмотренной ее части уже никого нет.
В противном случае есть риск того, что враг может нарисоваться где-то вне узкого сектора повышенного внимания. Нарезать сектор в аркадных шутерах, как правило, не приходится, там решает подвижность и реакция. Но во вдумчивых играх типа Таркова, Сквада или Армы этот метод очень популярен. При этом дополнительный бонус появляется, если игра дает возможность наклоняться и выглядывать из-за укрытия. Если сделать это правильно, противник увидит вас не целиком, а только оружие и край головы. И то, если вы не увидите его первым. Но что будет, если применить этот навык в реальности? Итак, в комнате два противника, а мы будем ее зачищать. Сначала попробуем положиться на эффект внезапности и собственную реакцию. Врываемся в комнату? Нет, не работает. В реальной жизни шансы выжить при такой тактике поведения равны нулю, ибо первая же пуля решит исход боя. У вас не будет шанса увернуться или пострейфиться. Теперь попробуем зачистить комнату из коридора, используя нарезку сектора. Медленно, не спеша, шаг за шагом. Наклоняемся вправо, чтобы минимально выступать из-за края укрытия. И, о чудо, вы не поверите, но противник даже не понял, откуда его убили. При грамотном исполнении данный метод позволяет увидеть и уничтожить противника первым. Преимущество в разы значительнее, чем в компьютерной игре. Как это работает? Очень просто. Если при нарезке сектора вы выставите оружие и взгляд на одну линию, прижмете локти и таким образом минимизируете свой силуэт, то первым, что появится из-за укрытия, будет ваше оружие и целящийся глаз. Если же при этом противник занял позицию, оттопырив колено или локоть, то вы увидите эту часть тела, в то время как противник вас еще видеть не будет. То есть, правильно нарезая сектор в реальности, вы не просто уравниваете шансы, а вы получаете весомое преимущество над, казалось бы, ожидающим вас противником. Так что нарезка сектора в реальности работает гораздо интереснее и лучше, чем в играх. Но кто бы что ни говорил, в реальной жизни лучший вариант зачистки помещений – это граната. Рикошеты гранат. Почти во всех шутерах есть возможность бросать гранаты. И да, почти всегда их реальная мощь уменьшена раз в 10, чтобы сохранить баланс и геймплей. Однако ручные гранаты в играх все равно остаются увесистым аргументом, особенно против окопавшегося в помещении или укрытии противника. Один удачный бросок и надежное укрытие превращается в смертельную ловушку. В некоторых играх, например в серии Battlefield, спам-гранат — это настоящая проблема, которую разработчики не знают как решить, но в более аркадных играх от гранат проблем меньше, а в хардкорных играх, наоборот, гранаты просто рулят. Только иногда закинуть гранату в нужное место оказывается сложно. И очень помогает то, что в большинстве шутеров гранаты рикошетят от стен словно резиновые мячики, что позволяет закидывать их порой под очень неожиданными углами в разные очень неожиданные места. И удивляет не столько дальность броска, сколько эти отскоки. Неужели в реальной жизни ручные гранаты тоже рикошетят от стен практически под любым углом, не теряя своей энергии? Для испытания были использованы страйкбольные гранаты, дымовая шашка РДГ-2Б и учебная граната РГД-5. Страйкбольные гранаты значительно легче боевых, сделаны всегда из пластика и скачут они практически так же, как и гранаты в играх, но может быть чуть меньше. При этом под тупым углом рикошет от стен просто отличный. При броске под острым углом граната достаточно быстро теряет энергию и практически падает под стену, в которую была брошена, может быть с минимальным отскоком. Аналогичная ситуация с дымовой шашкой. Вес у нее побольше, но под тупым углом она отлично рикошетит, позволяя поставить дымовую завесу, не высовываясь под огонь противника. С учебной гранатой РГД-5 ситуация несколько интереснее. В связи с ее приличным весом при ударе о стену под острым углом, то есть под углом менее 90 градусов, она существенно теряет скорость и падает вниз с минимальным отскоком. При этом иногда она все равно закатывается туда, куда вам нужно, но рассчитывать на эту вероятность я бы не стал. А рикошет под углом более 90 градусов, то есть под тупым углом, без проблем. Точно такой же, как в играх. Более того, эта граната еще и отлично катится в связи с круглой формой и большим весом, что опять же рождает определенный простор для тактического маневра. В итоге настоящие гранаты рикошетят от стен практически так же, как в компьютерных играх, может быть под острым углом чуть меньше. Но при этом навык профессионального забрасывания гранаты рикошетом от 3 стен в окошко в реальной жизни, скорее всего, вам не пригодится. Банально потому, что если бросок и рикошет гранаты предусматривают определенную вероятность того, что она вернется вам под ноги, то от такого броска лучше отказаться. У реальных гранат радиус убойного действия осколков от 25 до 60 метров, а не 2-3 метра, как в большинстве компьютерных игр.
игр. Поэтому бросать их можно только будучи точно уверенными, что они улетят туда, куда надо, а главное, что рядом есть куда укрыться самому. Ближний бой. Любой геймер знает, что если противник оказался рядом, да еще и стоит спиной, то не надо рисковать, пытаясь его застрелить. Он ведь может развернуться и стрельнуть в ответ, и тут еще неизвестно кто кого. Гораздо надежнее подбежать и завалить врага штыком, ножом или прикладом, ну или топором для любителей Таркова. Да что там, если в шутере враг оказался рядом, любой опытный игрок отбрасывает оружие в сторону и режет врага ножом. Почему? Да потому что, как я уже говорил, в играх, когда встречаешься нос к носу с противником, легко растеряться и потерять его из виду и из прицела. А с оружием ближнего боя, как правило, таких проблем не бывает. А еще за убийство в ближнем бою, как правило, дают всякие бонусы, да и для врага это особенно унизительно. Так что на ближней дистанции рукопашный бой и холодное оружие – это наше все. А как с этим в реальности? С одной стороны, а почему нет? Мы это 100 раз видели в кино. Спецназовец подкрадывается к ничего не подозревающему противнику и тихо перерезает горло, либо бьет прикладом по голове. Эффективно, скрытно, все как положено. Но перефразируя известную поговорку, чтобы вступить в рукопашный бой или ближний бой с применением холодного оружия, боец спецназа должен потерять на поле боя автомат и пистолет. Что это значит для нас? Ровно то, что в реальной жизни решает надежность и эффективность. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. Не забываем, что на бойцах в реальной жизни всегда полно снаряжения. Бронежилеты с воротниками, шлемы, подсумки. Практически нереально ударить колющим предметом в нужное место или оглушить ударом по голове. Да и при попытке сблизиться вас, скорее всего, увидят, услышат и надежно остановят при помощи огнестрельного оружия. Потому что оно рулит, оно надежно и эффективно. А использование холодного оружия и рукопашного боя – это неоправданный риск, на который без веской причины не пойдет ни один боец спецназа, да и вообще ни один солдат. Так что игровая привычка чуть что вступать в рукопашную и хвататься за нож пусть в играх и остается. В реальности холодным оружием пользуются редко и в строго определенных ситуациях. Prefire, или по-нашему огонь наперед. Тоже популярный и эффективный игровой навык. Заключается он в том, что когда местоположение противника известно заранее, и вы намерены его атаковать, то начинаете стрельбу еще до того, как выйдете на цель. Делается это для того, чтобы раньше, начав стрелять, успеть всадить во врага больше пуль. Часто эти доли секунды, которые вы выигрываете, при прочих равных решают исход дуэли. Также это работает, когда вы ждете появления противника из-за укрытия и начинаете стрельбу еще до того, как он появится. И этим опять же получаете преимущество. У метода есть и минусы. В частности, в играх, где оружие необходимо контролировать на момент контакта со врагом, разлет может стать неприлично большим и половина пуль уйдет мимо. А еще вспышки выстрелов могут помешать заметить, что противник, например, успел сменить позицию или залег. Ну а что в реальности? Проведем испытание на примере страйкбола. Мы знаем, что противник за укрытием, начинаем стрелять заранее и почти гарантированно поражаем его вперед, чем он нас. Причем в рамках страйкбола эффективность данного метода будет несколько завышена. Страйкбольное оружие не обладает отдачей, его не надо контролировать, оно не имеет дульной вспышки, то есть даже те минусы, которые есть у префайра в шутерах, в страйкболе отсутствуют. Что касается использования префайра с настоящим боевым оружием, то тут будут нюансы. И хотя метод однозначно будет работать, но эти нюансы очень ограничивают его применение. Дело в том, что у боевого оружия вопрос вспышки, отдачи и контроля очень актуален. Кто стрелял, тот знает. И если вы включили автоматический режим, зажали спуск, то перемещаться куда-то и прицеливаться из уже стреляющего оружия крайне неудачная затея. Вы просто не увидите, куда вы стреляете. Остался противник на месте или уже давно переместился. Второй момент, если вы хотите с боевым оружием выйти на противника с префайером, надо еще оценить характер поверхности, в которую уйдут первые выстрелы, если она находится непосредственно рядом с вами. Ибо в лучшем случае вам в лицо полетит бетонная или кирпичная крошка или щепки, а в худшем и пуля может отрикошетить. Так что в реальной жизни префайер хоть и работает, но применяется достаточно ограниченно, чтобы, например, встретить врага на выходе из-за укрытия.
Стрельба от бедра. Эта фишка всех, без исключения современных шутеров, известна каждому геймеру. Оружие можно использовать в двух режимах – от бедра и в прицельном. При стрельбе от бедра вы не тратите время на вскидывание оружия и прицеливание, а просто стреляете перед собой. Точность в этом режиме существенно снижается. Попасть в противника на дистанции таким образом можно разве что случайно. А вот при контакте на короткой дистанции в помещении и траншеи данный тип стрельбы решает. А еще при стрельбе от бедра в большинстве игр выше подвижность, можно стрейфиться, прыгать и так далее. Собственно, всю игру бойцы в шутерах бегают, держа оружие именно у бедра. И тут скрыта серьезная неточность. Найдите у себя бедро. Да, оно почти у всех есть, и даже не одно, ищите лучше. Итак, кто не знал, бедро – это нога выше колена. То есть формулировка «от бедра» изначально звучит странно. Правильнее будет говорить «от пояса», но это как раз тонкости. А как выглядит такое положение оружия? Вспомните советские фильмы про войну. Там и наши, и нацисты очень любят стрелять из автоматического оружия от пояса. Точность такой стрельбы действительно минимальна. Без четкой линии прицеливания даже на короткой дистанции сложно предсказать, куда именно полетят пули. Чтобы попасть хоть куда-то, бойцы обычно водят стволом оружия по дуге или окружности, веером, чтобы за счет плотности огня скомпенсировать низкую точность. При этом затрудняется контроль оружия, так что отдача при такой стрельбе тоже значительно выше. А теперь присмотритесь. В играх практически никто не держит оружие у пояса. Никто. Обратите внимание. У всех игровых персонажей. Если смотреть от третьего лица, оружие находится у плеча, даже когда они стреляют якобы от бедра. Вот вам вид из глаз в реальности при положении оружия от бедра. Оружие практически не видно. А теперь оружие находится у плеча, и это как раз тот вид, который мы наблюдаем в большинстве компьютерных игр. В чем отличие такого положения от прицельного? Глобально только в наклоне головы. В прицельном режиме вы наклоняете голову к прицельным приспособлениям, а в режиме у плеча голова находится ровно, чтобы оценивать обстановку вокруг. Само положение оружия практически не меняется. Но тогда и точность стрельбы с положения от плеча на коротких дистанциях не должна настолько существенно отличаться от прицельной. Ведь фактически это стрельба навскидку. Оружие уже в боевом положении, но вы не контролируете его через прицельные приспособления. Проведем эксперимент. Стреляю от плеча. А теперь попробую пострелять в прицельном режиме. Да, действительно, точность неприцельной стрельбы немного ниже. Стрелять на среднюю или дальнюю дистанцию без прицельных приспособлений нельзя. Но контроль отдачи оружия при таком положении гораздо лучше, чем от бедра. То есть в играх нам нагло врут. Персонажи держат оружие у плеча, но при этом кучность и точность стрельбы такая, словно они стреляют от бедра веером. Особенно это несоответствие выражено в хардкорных играх, и тем глупее оно выглядит. И респект тем игрушкам, где не поленились нарисовать оружие именно в положении от бедра, как в виде от первого, так и от третьего лица. В реальности стрельба от бедра используется редко и строго в определенных ситуациях. Этому способствует и применение оружейных ремней, и сама конструкция современного оружия. При перемещении чаще всего его располагают у плеча либо на груди. Тыльник приклада остается у плеча, правая рука держит пистолетную рукоять, а ствол опускается вниз, чтобы не уставала левая рука, которая удерживает цевьё. Из такого положения оружие за долю секунды можно вскинуть в прицельный режим или стрелять навскидку от плеча. А игры, как правило, врут, выдавая стрельбу навскидку за стрельбу от бедра. Не верьте этому. Итак, мы рассмотрели несколько популярных игровых навыков с точки зрения их эффективности в реальности. Но помните, насилие – это плохо, и пусть оно остается только на экране монитора. В реальном мире нет возрождений и загрузок с контрольной точки. И лучшим способом почувствовать себя героем шутера в реальной жизни является страйкбол. А разумеется, в ролике я назвал далеко не все игровые механики. Много что в этот выпуск не вошло. Но если такой формат видео вам интересен, ставьте лайк, покажите видео друзьям. И если ролик хорошо зайдет, я обязательно сделаю продолжение. Ну а пока пишите в комментариях проверку, каких навыков вы бы еще хотели увидеть. Несмотря на то, что видео потребовало нереальных трудозатрат и финансовых вложений, мне самому было интересно провести это небольшое исследование, и я надеюсь, что вы оцените его по достоинству. Огромное спасибо бойцам моей команды: Фирину, Синоптику, Лёфису, Нечто, Моргану и Робину, а также Валерию Жандарову из Voodoo Team за помощь в съемках. Не забывайте подписываться на канал и паблик ВК. С вами был Данил, канал Таганай. Скоро увидимся. Всем пока!